От пациентки. В июле 2019 года распухла левая коленка, затем левая нога до ягодицы. Увеличились паховые лимфоузлы, максимальный лимфоузел 26 мм слева. Высылаю МРТ левого коленного сустава от апреля 2020 года. Там пишут признаки травмы, но травмы не было, боюсь, там в коленке либо опухоль какая-то хитрая, либо инфекция, от которой все и пошло вверх в живот. Узлы реагируют немного на антибиотики убойные, амикоцейн плюс цеифтриаксон, уменьшаются с 30-35 мм до 18-20 мм. Недели на 3, затем опять увеличиваются. ПС. На все ВИЧ, сифилис и гепатиты, туберкулез сдавала АТР. БАК, посевы кала из горла, из носа, мочи, ничего особенного. По иммунограмме вторичный иммунодефицит с недостатком киллеров. По ПЦР герпес вирусная инфекция 6 и 7 типа, пью от герпеса фамоцикловир уже 6-7 месяцев практически непрерывно. Спасибо. С уважением, Е. Консультативное заключение по МРТ пациентки 44 лет, от 10 апреля 2020 года. При МРТ левого коленного сустава деструктивные изменения в дистальном отделе бедренной кости и в проксимальных отделах малой и большеберцовой костей не определяются. Сухожилия четырехглавой мышцы бедра и собственная связка надколенника прослеживаются отчетливо, интенсивность сигнала от них не изменена. Суставные поверхности конгруентны. Суставной хрящ не истончен. Конфигурация менисков представляется неизмененной. Разрыв заднего рога медиального мениска 2СТ, выявляется незначительное количество жидкости в полости сустава, за надколенником, в верхней сумке надколенника и вдоль обоих мыщелков. Определяются признаки субхондрального склероза по суставной поверхности большеберцовой кости, края межмыщелкового возвышения заострены. Жировая клетчатка ГОФа развита обычно. Задняя крестообразная связка не деформирована. Контуры задней крестообразной связки четкие, интенсивность сигнала от нее не изменена. Передняя крестообразная связка прослеживается на всем протяжении, не отечна. Латеральная малоберцовая связка прослеживается на всем протяжении, не изменена. Большеберцовая связка отечна. Складывается впечатление о тромбозе общей бедренной вены на значительном протяжении. Таким образом, имеется умеренный синовит. Артроз первой степени. Частичный разрыв медиального мениска. Тромбоз общей бедренной вены. Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Халин Александр Васильевич.